Привет, друзья! Значит, маленькое вступление перед просмотром видео. Вступление уже это после всей моей замены масла. Все я здесь сделал, залил, поменял. Вот, что хочу сказать, что во время записи был сильный порыв ветра, у нас сегодня ветреная погода, и мой телефон прямо со штативом просто бросило на бетонный пол. Упал телефон прямо вот на этот вот приемник от микрофона. Я все это дело поднял, там начал опять рассказывать, вот, повторяться, но думал, что звук не записывается, а поскольку приемник вырубился, то телефон перешел на свой микрофон, и звук все равно записывался. Поэтому извините там за повторы какие-то, что я там пытаюсь рассказать, повторить. Не хочу это вырезать. Почему? Потому что во время съемки я уже начал откачку масла, и не хотелось этот процесс как-то монтировать, прерывать, вырезать. Смотрим видео. Еще одно видео про замену масла вот таким вот насосом. А то мне пишут люди: это очень долго, это неправильно, это так, это сяк. Посмотрите, пожалуйста, мои предыдущие видео. И особенно это касается автомобилей вот с такими поддонами, как у меня в Renault Captur. То есть сливное отверстие находится, не знаю, сантиметра 1,5-2 выше низа картера. Ну что ж, давайте погнали тогда. Хочу показать весь процесс слива от и до. Итак, вынимаем щуп, смотрим на щуп. Надеюсь, видно, вот по самый максимум у меня масло залито. То есть вот этот валволин, я нашел его как-то случайно, и на нем у меня масложор вообще минимальный. Поэтому я пока что пользуюсь валволином. Может быть, следующую замену я куплю что-то другое. Но у меня с прошлой замены осталась литрушка. Докупил четверочку еще. И будем, как говорится, менять. Все, давайте поехали. Берем шланги наши. Вынимаю. Этот шланг я ставлю в вот эту вот канистру из-под омывайки. Это все дело я протираю, чтобы было чисто все. Меряю щуп примерно. Друзья, вы пишете, что щуп не достает до низа картера. Полностью согласен. Вот, есть такие умники, писали. Для чего я меряю? Для того, чтобы примерно знать, сколько его впихать. Ну и плюс там 5 сантиметров, грубо говоря, еще, да. Все, вставляю щуп. Я вам уже тут не показываю, я надеюсь, вы мне поверите. Все, щуп уперся в самое дно. Не щуп, а, соответственно, трубка. И, как говорится... Короче, на улице ужасный ветер, ужасный холод, друзья. Ветром просто опрокинуло мой штатив с телефоном просто на землю. Бывают и такие траблы. Все, конец сюда, конец туда. Значит, кто-то писал, почему я использую отдельный аккумулятор, а не аккумулятор автомобиля, так как думали, что аккумулятор, вот этот вот насос просто выжирает. Нет, друзья, вот сейчас у меня к моему же аккумулятору все подключено. То есть все ваши вопросы я буквально убираю. Погнали! Можете время засечь. Я ничего не буду монтировать, вырезать. То есть как льется, так и льется. Поехали. Сразу оно будет очень долго всасывать. Почему? Потому что у нас здесь есть часть холодного настывшего масла. И пока все, вот оно едет. И понеслась. Надеюсь, видно. Так. Ага, микрофон у нас отключился. Значит, друзья, все, что вы видели сначала, как я говорил, телефон у меня ветром сбросило со штатива, упал этот самый приемник, что-то случилось, короче, микрофончик в отказе, поэтому все сначала я вам проговорю, что тут было.
поставили вот этот шланг в бодяжку. Здесь я воткнул, соответственно, трубку в щупопровод. Перед этим измерил длину. Все говорят, там, ну не все, конечно, адекватные, все люди нормальные, но есть такие, что говорят мне, что щуп не достает до дна картера. Конечно же не достает, а меряю я для того, чтобы мне знать примерно, где у меня там конец, да. Ну и, конечно, добавляю там сантиметров 5. Вот поэтому я всегда измеряю щуп, чтобы знать, где же там примерно край этого поддона есть, да. Вот, ну остальное, я думаю, вы поняли, что, куда, зачем, почему. Поэтому сегодня такая съемка в экстренных условиях. Все это дело упало, видите, приемник мой разбился. Надо было вскрывать, смотреть, что с ним случилось. Ну, повреждения такие серьезные. Походу телефон упал прямо на подъемник. Так, основная часть масла выкачалась. А теперь надо трубкой елозить, искать, где там еще чего. Кстати, недавно заглушил автомобиль, ну то есть грел до рабочей температуры масла. На холодную, друзья, насосом качать не пытайтесь. Да, еще, наверное, во время того, как телефон падал, я рассказывал, что многие писали, почему ты используешь отдельный аккумулятор, а не используешь свой. Ну, якобы насос этот выжирает много энергии в аккумуляторе. Вот, на базе своего аккумулятора сегодня все это дело мы делаем. Надеюсь, друзья, там что-то как-то дослышно. Вот, откачиваю, как я говорю, в несколько приемов. Вам покажу просто основной слив. А после съемки видео я еще буду тут 2 раза елозить этой трубкой, чтобы все масло откачалось. Вот таким образом я ее прокручиваю немножко. Пытаюсь найти место, где масло. Так как автомобиль недавно заглушен, понятное дело, что все масло еще стечь не успело. И вот сейчас закончим съемку, когда основной объем масла откачается. И тогда я уже 2 раза там попробую еще откачать. И у меня будет там, грубо говоря, 4 там, и 2 литра. То, что у меня залито в автомобиле. Немножко покрикиваю, так как пытаюсь перекричать и ветер. И, соответственно, чтобы звук достал до камеры. Да, сегодня экстремальные условия. В гараже я так делать все не хотел, так как хотел вам показать что-то как-то почему. Так, друзья, наверное, на этом все. Основной объем откачался. Позже я буду, опять же, как я и сказал, 2 приема. Вот, подожду, немножко обтечет, я откачаю, опять подожду, немножко обтечет, подкачаю. Все время вот покручивая шланг и, соответственно, ища где-то какие-то лужицы масла на дне картера. Пока у нас основной объем. Теперь что? Теперь это масло у меня осталось с прошлой замены, и 4 литра я докупил. Поэтому взял 2 баночки. В прошлый раз я что заметил? У меня такая ситуация была. Я налил старое масло в одну баночку, а новое во вторую. И к моему удивлению, смотрите, это старая канистра есть. Целочка. Извиняюсь за выражение. К моему удивлению, цвет масла отличался. Значит, смотрите, в левой баночке у нас будет с литрушки старой. Я думаю, достаточно. А в правую баночку мы зальем с новой партии, так сказать. Тоже есть вот эта целочка. Кто-то из отзывов, да, я видел, писал, что оно приходит ему без вот этой защитной пленки. Сейчас я поднесу телефон, и мы с вами посмотрим, есть ли какие-то отличия. На глаз я уже вижу, что отличий в принципе как бы и нету между 2 маслами. Значит, хоть какой-то процент уверенности есть, что это все, как говорится, с одного завода. Смотрим цвет. Ну и наблюдаем, что цвет одинаковый. Шикарно, отлично.
Так, пока камеру на место. Значит, что сейчас хочу сделать? Опять же, хочу промерить и показать вам, что показывает у нас новое и свежее масло. Для этого будем использовать мой приборчик. Так, чтобы все это дело не опрокинуть. Как бы не опрокинуть? Ага, оно опрокидывается. Оно, друзья, хочет опрокинуться. Так, давайте так. Беру телефон. Смотрим свежее масло. Тестируем. Вот у нас щуп в баночке вылез. И вот у нас идет тест. Масло холодное. 100%. То есть все отлично. Сейчас опять телефон на место поставлю. И замеряем маслица мы с вами вот в этой вот бодяжке. То есть посмотрим, какая температура и какое масло. И какой остаток. Так, для этого мне надо... Кто-то мне писал тоже протри щуп там растворителем. Друзья, растворителей никаких нельзя использовать. Так написано в инструкции. Только мягкая салфетка, либо мягкая вот такая ветошь. И никаких этих растворителей. Так, надо, наверное, развязывать, чтобы щуп удлинить и туда его бультыхнуть. Вот так нам вот достаточно, наверное. Не обляпаться. Меняю масло полностью в чистой одежде. Так, ну и как это мне все дело показать? Да, взять телефон и показать, в принципе. Так. Давайте пошли. Так, обращаю внимание, что у нас бензин включен, не дизель. Так, хлоп, все спряталось. И делаем тест. Масло горячее. Уже, наверное, подостыть успело. Да, температура растет. Вот, остаток 20 всего лишь процентов, видите? А прошлый раз у меня был остаток сколько? 40, по-моему, процентов. Вот, и отъездил я всего лишь с прошлого раза 1150 километров. То есть у меня получается 5150 километров пробега. И уже 20%. Поэтому, как я и говорил, если посчитать моточасы, а это я до 6 раз в день примерно прогреваю автомобиль, ну особенно в зимний период, это 10-15 минут один прогрев, то посчитать по моточасам у меня получается примерно 6-7 тысяч километров откатки на этом масле. Все, друзья, температуру ждать не будем, пока она там до конца наберет. Ну, машина была нагрета до рабочей температуры. Конечно, уже немножко постояла, немножко пока бежала в шланге. Шланг работал как радиатор, все это дело подостыло. Вот поэтому вынимаем. И, как говорится, заканчиваем видео. Сейчас я буду делать вот эти вот движения. Опять же покажу. Вот немножко беру трубку и проворачиваю и вот туда вторгиваю или втыкаю. И опять включаю насосик. Ну, это уже вам не интересно, конечно. Вот я буду досливать. На этом будем с вами прощаться. Надеюсь, вы все сами, друзья, видели, как это происходит, как быстро. Никаких там полчаса нету, кто-то пишет. Может быть, кому-то попался бракованный насосик, не знаю. А этим насосом, я вам честно скажу, перекачал уже не 1 тонну масла за то время, пока этот насос у меня находится. То есть множество всякого разного. И со всех автомобилей, из грузовиков, из легковых я откачивал масло. Поэтому шикарная вещь. Всем буквально, друзья, рекомендую. Вот решил показать заключительный этап. Видите, еще мало-малость бежит, но уже все, там конец. И вот смотрите, сколько в этой вот моей бодейке. Практически полная бодейка масла. Понятное дело, что здесь 5 литров нету. Вы сами понимаете, как нас обманывают, да? Вот, покупаем эту незамерзайку, но здесь пятерки у нас нету. Поэтому получилась полная канистра, и здесь практически 4200, то есть как и было залито. Ну, за минусом, там, не знаю, грамм 50 в этом маленьком фильтрике. Вот, ну а теперь уже точно все. Всем пока.
Я все деньги вон проедаю и трачу на шлю деньги родне.